Меня зовут Фабрицио Гранди, как уже сказали. Я бразилец, так что по-русски не мой родной язык, я никогда по-русски не учил. Поэтому если вы что-то не понимаете, это просто потому, что это не тренды. И так не понял. Потому сегодня пришел говорить вам, что хайп, что не хайп. В чем вопрос? Или что надо фокусировать? Потому что мы много сейчас слышим и не знаем, куда смотреть. А то решили, давай дядя куда-то отправляем, там ребят сказать, что хайп, куда смотреть. Ну, а что я могу вам сказать? Что для вас хайп? Что хайп для вас? Каждый из вас есть то, что вы думаете, что хайп. Для меня, кроме карусел, пятерочка и перекросса, который тотчас от X5, ритейл групп, у меня тоже есть много вещей, которые хайп. Но мы живем в этом пазл с много слова, где мы живем каждый день. Мы в ITX5 разбираемся это каждый момент. Все сегодня хайп, а завтра уже не хайп. Мы говорим о персонализации, говорим о IoT, говорим о machine learning, big data. И каждый думает, на что фокусировать, Фабрицио? Что надо делать? Что делать, чтобы развиваться? Какой моей карьере? Какой пути идти? А что вы бы рекомендовали? И здесь много того, что уже не будет актуально до того, как защищать ваш диплом. Потому что есть вещи, которые много стартапа, тренды, которые начинаются, и сложный выбор. Но я вам маленький секрет, маленькие формулы расскажу, которые для меня всегда очень хорошо работают. Я использую со все мои сотрудники в X5 и использую все свои жизни. Посмотри, современный мир – это одно большое IT. Все компании сейчас это IT-компания. Банк это IT-компания, которая имеет лицензию продать финансовый продукт. Продуктовая компания это IT-компания, которая продает продукт. Когда входит в магазин, что за этого продукта, за этого кассы существует огромное IT-управление, которое делает так, чтобы вы получили ощущение, что ничего в IT не происходит. Но это благодаря возможности, люди и всегда ориентироваться, защищать от угрозы. Почему? Возможности. Сейчас мир это такой огромный мешок, где возможность без границы. Сейчас мы говорим о нанотехнологиях, квантовом процессе. Эротический кукла, который говорит, скоро будет готовить тоже и все, и мир рухнет в отношениях. Ну, что важнее здесь? Важнее понять, что у нас нет границы. Мы сами поставим свои границы. Мы сами решаем, куда идти. Потому что какой-то путь ты не выбирал, у тебя есть возможность для развития. Потому что ты должен каждый шаг и следить за него. Но важно не забыть, что эта возможность не ограничена вам. Эта возможность тоже доступна всем плохим парни, хакер, все, которые это занимаются. Как я это немножко вижу. Не знаю, вы в курсе или нет, но Формула-1, обычно зачем Формула-1? Зачем эта гонка? Потому что Формула-1, они разработали все технологии, которые потом используются в обычные машины, в ракеты, в больницу, в разные места. Это для нас хакер. Все, что мы делаем, это только вершина айсберга. Под этого айсберга есть огромный мир, Deep Web и много возможностей, которые разработает хакер, которые мы даже не знаем. Они всегда шаг впереди. Поэтому это гор без вершины. Развиваться надо всегда. Развиваться надо всегда, и надо всегда пытаться делать все осознанно и узнать о чем что. Эта угроза существует, но она не должна нас приостановить. Она не должна быть для вас страх. Потому что возможность есть, и она существует, чтобы развиваться. Как развиваться, Фабрицио? Куда развиваться? Формула говорю. Есть такой термин, который я создал, Omni People. Что это такое? Много из вас, не знаю, если слышал такой термин Omni-Channel. Он один из этого пазл, один из этого много слов. А что он значит? Что неважно, как вы обращаетесь к компании, все выглядит одинаково. Я думал, какой идеальный сотрудник будущего? Какой идеально успешный бизнесмен? Это те, которые создают совершенно баланс между бизнес и IT. Я всем говорю, когда я выступаю, что можете вы последнее поколение, которое слышит слово айтишник или IT.
Потому что сейчас все айтишник. Да, человек купил себе смартфона, скачал приложение, он уже чувствует себя айтишник. Вот я уже все понимаю, я могу это все собирать. Но это просто первый шаг был. Люди начинают больше и больше интересоваться в этом. Но обратный пути должен существовать. Победители будут те, которые будут найти баланс и понять бизнес, понять IT. Так же, как айтишник. Много лет работает как переводчик. Я говорю, что все айтишник переводчик. Почему переводчик? Потому что они, может, даже не говорить на английском, может, даже не говорить на французский, на итальянском, но они говорят на Java, на PHP, на Python и много других языков, которые вы уже слышали. И они переводят с нашего языка к языку машин. Но есть еще бизнес. И когда вы развиваете бизнес сейчас, где все компании, это и есть IT-компания, чтобы дать ценность в твоей задаче, чтобы добавить ценность в твоей задаче, ты должен понять, как достичь лучший результат в мир, который живет в цифровой, в мир, который живет в технологии. Так что все люди должны развиваться в какой омни-области. Я так называю омни-область. Это совершенство в баланс между бизнес и IT. Это когда вы понимаете бизнес, ну, в каждый процесс видит в этом логика и видит, куда это идет. Я шучу совсем, что это следующее поколение, Omni Sapiens. Мы идем с Homo Sapiens к Omni Sapiens. Это куда все развивают. Мы развиваемые, незаметные. Каждый ребенок сейчас годик уже занимает свои смартфоны, играет на iPad, уже это все понимает. Как это мозг будет работать? Сколько из вас, понимаю, рук уже видят такой телефон, который надо в диск такой крутиться? Ой, много. В России вот вообще. Моей дочери 23 года, она никогда не видела. И как вы раньше разговаривали, как вы звонили друг другу? Как вы могли бы контролировать и ревновать во время, которое не было смс и телефон все время? Когда вы не знали, где человек, они не секину нигде. Но это же другие люди, это другой мир. Мы уже живем сейчас в омни мир. Поэтому мы должны к этому двигаться. И говорим немножко о нас, поскольку я мучил все свои сотрудники, я мучил всех, которые вокруг меня, потому что я в этом верю. Потому что я верю, что мы должны смотреть на это, на баланс, на развитие. Мы в X5 пытаемся всегда идти к самым передовым технологиям. Все сотрудники, которые к нам приходят, мы научим и бизнес, мы развиваем так же в бизнес, так же в IT. Но не забудем одну важную вещь. Что отличается, и всегда будет отличать человек от робота. Какие качества робот никогда не будет заменить от людей. И это говорю всегда мои сотрудники, другие сотрудники компании. Это эмоции, это креативность, это художественность. И когда у каждого из вас есть талант в художественности, в музыку, это тоже художество, Илья Фабрис, твой по-русски вообще негатив подведет. В язык, в эмоциональности и как это передать машинам. Как это делать так, чтобы выглядело лучше. Как научить людей работать в командах. Как научить создать продукты, как результат команды. Это через уважение, дисциплина и чувство, что когда объединяемся, все знания, мы будем дать лучший результат. Так что мы реализуем из-за этого много чего, а не только планируем. Много говорит о DevOps, много говорит о Agile, много говорит о технологиях, но реализовать это другой шаг, потому что там сидят люди. Если вы не умные люди, до вас шаг далеко. Поэтому мы хотим всегда влиять на жизнь людей. Я всегда шучу, что кассир магазин, она должна жить спокойно, потому что все будет работать. Я говорю, что мы должны хотеть всегда изменить мир. И чтобы сейчас изменить мир, ты должен быть умным. Потому что вы измените мир в маленький шаг. Я считаю, что в каждый новый продукт, который автоматически поставлен на полку, каждая новая акция, каждая новая карта, каждое приложение, я по чуть-чуть уже изменил мир этого люди. К нам каждый день около 12 миллионов человек ходит в магазин.
И любое маленькое изменение, по-хорошему или по-плохому, же изменит мир. И каждый из вас в своей области, неважно, где вы будете работать, вы должны представлять, как вы измените мир людей в своей области, потому что вы все имеете возможность изменить мир в маленькую. И когда каждый из вас объединенно изменит маленький мир, мы создадим огромный результат. Поэтому в X5 мы всегда мечтаем о большой и всегда пытаемся построить больше. Потому что 1000 человек, которые работают у меня в департаменте, плюс 250 тысяч человек, которые есть у нас в компании, всегда думаем о том, что как делать мир лучше. И поэтому мы ждем вас в ITX5. Спасибо вам большое. Подпишитесь на наши страницы ITX5, что вы хотели, если вы хотели узнать больше, всегда что-то там запускаем. И приходите к нам. Спасибо большое. Это будет очень приятно.